Добрый день! Сегодня я расскажу вам опять о замечательной микросхеме Texas Instruments TL494. Сегодня речь пойдет о простом инверторе 12-220 вольт. Можно сказать о простейшем. Он не имеет никаких защит от короткого замыкания и тому подобного, но обладает достаточно хорошими техническими данными. Все, что я показываю вам, это все будет касаться безопасной работы инвертора. Все параметры, указанные мною, будут ниже предельных параметров транзисторов и микросхемы. Вот эта схема. В ней всего лишь два полевых транзистора и RFI 1010N. Казалось бы, при 130 ваттах максимальной рассеиваемой мощности транзисторов мы на выходе получаем почти 1,5 киловатта выходной мощности. Если быть точным, то это равняется 1490 ваттам. При этом ток стока транзистора приближается к предельному току и равен 71,9 ампера. Активная нагрузка в этом случае равна 10,6 Ома. Не могу не предупредить любителей очень мощных преобразователей напряжения, что, как говорил Козьма Прутков, если где-то что-то прибудет, то где-то обязательно что-то убудет. А конкретно обратите внимание на потребляемый в данном случае ток. Он равен в данном случае ни много ни мало 144 ампера. Скажете, ну и что же, мы питаем его от автомобильного аккумулятора, который крутит стартер. Это было бы справедливо, если бы мы включали 1,5 киловатта на единицы секунд. Но к чему такой преобразователь, если он работает кратковременно? А все дело в том, что прежде чем изготовлять преобразователь, нужно позаботиться о его питании. Вам необходим аккумулятор, который будет в штатном режиме способен отдавать долговременно токи 150-300 ампер. Во-первых, автомобильный аккумулятор емкостью 55-60 ампер-часов, даже если предположить, что он от такого тока не закипит и он отдаст весь свой заряд, то хватит его всего на 22 минуты работы. А номинальный ток автомобильного аккумулятора принято считать 25 ампер. Вот и получится, что даже на относительно небольшую потребляемую мощность всего в 1,5 киловатта нам потребуется включить параллельно 6 таких аккумуляторов, которых в свою очередь хватит на 96 минут работы, а не на 132 минуты. Как вы увидите далее, мы нарастим мощность данного инвертора до 3 киловатт, и потребляемый ток уже будет равен 288 амперам. И это поднимает второй вопрос: чем подключать такой преобразователь к аккумулятору? По току нам понадобится кабель сечением 35-50 квадратных миллиметров. И третий вопрос: чем мотать силовой трансформатор? И четвертый вопрос: каково сечение сердечника такого трансформатора на частоте 50 Гц? При расчете в онлайн-калькуляторе я получил такие данные при мощности 2,96 киловатта. Сечение сердечника 72 квадратных сантиметра. Диаметр провода первичной обмотки 8,88 мм. Диаметр провода вторичной обмотки 3,21 мм. Если повысить частоту до 11-12 кГц, габариты трансформатора можно значительно уменьшить за счет уменьшения сердечника. Но за счет скин-эффекта на высокой частоте диаметры проводов обмоток уменьшить не удастся. Я сделал замеры данных на разных нагрузках. Это были 100, 39 и 10,6 Ома. 10,6 Ома – это максимальная нагрузка инвертора, не превышающая ни мощность рассеивания транзистора, ни максимальный ток стока транзистора. Я собрал все замеры в таблицу, которую покажу далее. Конденсатор С4 в данной схеме предназначен для плавного пуска инвертора и является необязательным. Стабилитрон D1
на 13 вольт предназначен для ограничения предельного напряжения затворов транзисторов. Для данных транзисторов это напряжение более 12 вольт. В чем гениальность данной микросхемы в таком инверторе? Это исключение возможности протекания сквозных токов. Сквозной ток – это когда одновременно открыты оба транзистора. Многие не акцентируют внимание на 13-й вывод TL494. А это и есть управление режимом выходных транзисторов данной микросхемы. При заземлении 13-го вывода выходные транзисторы работают синфазно, то есть одновременно закрываются и также одновременно открываются. Но при подаче 5 вольт на этот вывод они начинают работать противофазно, что в нашем случае и нужно, чтобы поочередно открывать выходные транзисторы. А за паузу между импульсами, предотвращающими сквозные токи, отвечает 4-й вывод DTC. Напряжение на нем и регулирует длительность паузы, разумеется, зависящей от частоты задающего генератора. При указанных номиналах C1R6 у меня получилась частота 55 Гц, которую точно установить на частоту 50 Гц поможет подбор R6. Если хотите сделать инвертор на частоту 11-12 кГц, то C1 равен 4700 пикофарада, а R6 – 10 кОм. Дальнейшее увеличение частоты будет уменьшать габариты трансформатора, но это ухудшит КПД инвертора за счет фронтов переключения транзисторов. А так на частоте 50 Гц минимальный КПД этой схемы равен 86%, а максимальный 99%. Теперь давайте повысим выходную мощность инвертора вдвое. Делается это простым включением параллельно еще по одному транзистору. Почему в этой схеме нет навесных транзисторов для увеличения нагрузочной способности микросхемы либо ее защиты? Выходные транзисторы данной микросхемы обладают максимальными выходными токами до 200 мА. Замеренные токи в данной схеме не превышают 25-26 мА. Что же касается защиты, если, допустим, случился пробой перехода с ток-затвор, то самое страшное – это плюс 12 вольт поступит на эмиттер выходного транзистора. Никакой катастрофы в этом не будет, это вполне штатный режим микросхемы. Увеличение числа транзисторов, подключенных к выходам микросхемы, не вызывает увеличения нагрузки на микросхему. При включении дополнительных выходных транзисторов максимальная выходная мощность выросла до 2960 Вт. Соответственно, сопротивление нагрузки такого инвертора уменьшаем до 5,3 Ома. И КПД в этом случае равен 86%. Почему я здесь применил транзисторы 130 Вт и RFI 1010N, а не, к примеру, 150-ваттные ERF 540? Очень просто. Для получения мощности 1490 Вт мне потребовалось поставить по 5 транзисторов в каждое плечо параллельно. И что ERFI 1010N обеспечил по одному транзистору в плече. Ну и вот обещанная таблица всех замеров. Ток стока везде измерен на одном транзисторе. Последняя строчка – это предельные параметры при полностью заряженном аккумуляторе 14,7 вольта. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать. Как всегда, я буду рад вашей поддержке лайками. Кому не понравилось видео, желательно, кроме дизлайка, дать комментарий. Всего доброго вам. До свидания.